Какие вы играете карты, Серега? Ты же на камеру пишешь. Миражик играем. Сначала мы Тернец играем, потом играем Мираж, а потом Андрюшка долго думал. Мы же играем Оверпас или Кобл. И угадай, что он выбрал. Я думаю, он выбрал Оверпас. Да, думал, наверное, минут 7. Что выбирать. В итоге выбрал все-таки Оверпас. Ну вот ты смотришь демку Мираж Renegades против Flipside. Что ты пытаешься найти? Слабые стороны? Я смотрю вообще, что они делают. Потому что это последний раз они играли на мажорах отборочных. На этом турнире они не играли Мираж, но играли. Естественно, это был их пик. Они должны были нашу демку посмотреть, когда мы проиграли Моуспортом. Вот. Но они решили, что мы эту карту проиграли на этом турнире, тем более есть демка, они посмотрели, сделали анализ. У флипсайдов Мираж это, я бы сказал, одна из самых сильных карт. Учитывая то, что... А вы думали, что нюк они вообще возьмут? Учитывая то, что они Оверпас и Трен уже проиграли на этом турнире нам, да, то мы думали, что, возможно, они возьмут нюк, но больше склонялись к Миражу. Как бы на такой логике. Даст они не играют, они сразу же вычеркнули. Мы вычеркнули, соответственно, кэш. А все-таки Трейн вы взяли свои карты? Да, я взял свои карты Трейн. Ага, то есть они взяли Мираж своим пиком. Интересно вариант. Ну, мы проиграли монетку, и они черкнули даст, мы черкнули кэш. Соответственно, что нам брать? Кобл, как бы непонятно. Они не играли, по-моему, Кобл на этом турнире. Если играли, то не знаю. Ну там 5 карт было. Кобл, Оверпас, Мираж. Но на самом деле Мираж вы могли даже свои карты взять. Мы? Да. Зачем? Ну, я к тому, что если бы взяли Мираж свои карты, то, скорее всего, они взяли бы Оверпас, и третья была бы Трейн. То есть в этом была бы, наверное... Так нет, так мы берем свой пик, первой карты, которую карта должны мы выигрывать. Мы уже них на этом турнире выиграли Трейн. Мы себя комфортно там чувствуем. И Оверпас. Мы склонялись тому, где брать Оверпас, Трейн, либо Кобл. Кобл мы, в принципе, тоже были уверены, я так думал, что мы были уверены, как бы у него выигрывать. Но мы больше склонились к Трейну. Более стабильная карта, более считается у нас сильная. Мы больше на себе комфортно там чувствуем. Вот, они решили, что Мираж, почему нет. Вот. Хотя они могли взять нюк, но после того, как они проиграли Ахафокс 16-2 или там 16-4, а мы потом у Ахафокс выиграли, они, наверное, они решили, что они подзадумались, не вариант. да, потому что не вариант брать, да? План Б. Да, а у нас впереди мажора, мы же сейчас с ними в группе на мажоре. Но хотя они играют первую игру с непами, а мы играем с оптиками первую игру, понимаете? Еще тут прикол в этом. Нам лишний раз играть нюк на мейджоре, потому что я не знаю ни одной команды сейчас, которая себя прям нереально комфортно чувствует себя на этой карте. Вот сейчас идет параллельно турнир у нас Faceit, да, и там я не видел еще, чтобы играли нюк. Там все Best of 1 игрались 2 раза Трейн. Стараются избегать его. Да, то есть никакая команда в мире еще на нем не уверена, что вот 100% наш пик, и мы будем там всех выигрывать. Вот, на самом деле тут формат очень интересный на этом турнире. Вот ты выиграл у команды 2-0, да, Best of 3, все равно как бы встретился в финале. Да, и опять же вы можете проиграть и как бы и все. И все, и ваше. И все. То, что мы все старания, то, что мы там проделывали, как бы сводится к нулю. Ну, они сводились к тому, чтобы с американцами сыграть в первый. Вообще, второе место дает какую-то привилегию? Второе? Да. Да, ты поедешь потом на следующий день после мейджора опять сюда. И так получается, что мейджор заканчивается 5 числа, мы выезжаем 6, приезжаем сюда и начинается... Это если будет второе место? Да, и начинаются игры, и, грубо говоря, тут финал начинается 30 числа. А до этого идет вторая квалификация, потом плей-офф. И если все хорошо, и команда попадает, если мы, грубо говоря, займем второе место, приедем сюда сразу же на следующий день после мейджора, мы можем остаться здесь до 30 числа. То есть, грубо говоря, мы выехали 19 числа из дому. Что это такое? И приедем приедем только 30 числа, то есть, грубо говоря, домой. Это вирус можно? Что случилось, Ваня? Ты тебе вак? Клейм, может это закрыть? Ваня, ты что, вак запустил? Так это реклама, да. Она сама открылась, я пока играл. Ну это, да, троян какой-нибудь. Клейм, это получите свой... Ванек, выиграй телефон. А, это знаешь что? Это на сервере DM вшита такая реклама. Они продают, наверное, ее людям. Как ты понял?
Не поиграешь же ДМ без рекламы. Да, просто выскакивает баннер. Вот. И Карты что? черкнули, нет? Нет, Вань. И что? Получается такая ситуация, как бы. Посмотрите еще как бы на время. Время. У нас через 40 минут только начинается игра. А все время мы играли. Старт у нас был в 11:45. В час дня у нас был старт все дни. Первый день даже Что раньше. ты знаешь? Да, первый день. А сейчас последний день мы начинаем только в 9 часов вечера. А по-нашему это, значит, 4 утра. Как на старых 5 утра. сейчас скажу. По Киеву 5 утра. Да, точно Да, знаю. Киев 4:23 сейчас. Да, через 40 минут мы начнем. Это будет 5 утра по-нашему. Ну, так что мы тут все бодрячком, ребят. Все бодрячком. Нет, с другой стороны, должны были уже как-то адаптироваться за 5 дней в Америке Ну, все-таки. я могу сказать, что у нас всех вырубало уже часов 10 вечера по местному. В 11 мы уже все реально спать хотели. Ну, уже такое время, 6 часов утра, ну, грубо говоря, да, уже как бы подсознательно ты уже выключаешься. А сейчас тут, наоборот, надо включаться. Ну, хотя, с другой стороны, у флипсайдов такая же Такая же ситуация. ситуация, Да, все в да. одинаковых условиях. Но, Но не факт, что победит сильнейший. например, Блейд сказал в интервью, если мы покажем свою самую сильную игру и Нави покажет свою самую сильную игру, то Нави выиграет. Да. А это где он? Где ты такое слышал? А это в Твиттере я увидел, выложили. Так интересно. То есть они уже заведомо подходят, что... Так, Блейд и мне где-то, да, дней 5 назад, это еще перед вашей игрой говорил, что все зависит от Нави, вот когда вы у них выиграли. А чего Как-то ж? он так, А что ж так? не знаю, себя как-то не уважает. Не уважаю, не уважаю. Или слишком сильно вас уважает. Не, ну вообще, ну как бы в его словах есть смысл. Не, есть смысл, конечно, Тут да. есть Вы смысл. команда фаворит, если команда фаворит показывает свою лучшую игру, то она, конечно, выигрывает. Ну как фаворит, ну даже я сказал бы мега фаворит в последнее время, да? Ну топ-2 рейтинга, хотя это для них ничего как бы не значит, якобы. Вот. А что с нами сейчас? Боятся нас, в принципе. А чё бы не бояться? Мне, кстати, было интересно, как Моуспорт играли с флипсайдами за выход в финал. Они играли оверпас с Моузами, и Моуза такое что-то творили там непонятное. Вот, что еще тебе сегодня рассказать? Да ничего особого. Да ничего, команда готова, все окей. Команда-то вообще не готова. Вы же общались в любом случае перед игрой с Flipside. Как Ну настроение? смотри, мы общались, ну что, просто что важная игра, ответственный день, все как бы, как сказать, без ругательства, что все, что мы выиграли до этого, это уже не имеет никакого значения. Как бы мы проделали огромный путь, ну скажем так, да, мы дошли до финала, и опять та же команда нас выигрывает, и, грубо говоря, мы все потеряем. Ну, вы обсуждали тактические карты? Вот Мираж, например, ты смог продумать, что именно он будет? Да, мы думали, я же говорил, что мы думали, что будет 2 карты. И вы его обсуждали? Ну да, ну понимаешь, Сень, когда ты знаешь оппонент, что вычеркивает только одну карту, как бы все знают, что мы не играем кэш, да, ну конечно мы можем в самый ответственный момент удивить и поиграть кэш, да, не выйти на ЕСЕ, но вот, но все как бы знают, что мы не играем кэш, там, Моуспорт не играют, там, что там играют, Оверпас они не играют, что они там черкнули, не помнишь? Они? Даст 2. Моуспорт? А, Моуспорт? Да, я уже забыл, что они не играют. Ладно, не важно. Хорошая аналитика. Вот. И ну, флипсайд не играет Dust 2. Мы как бы знали, что они вычеркивают Dust 2, мы вычеркиваем кэш, и тут вопрос, что же они возьмут? Моуспорт с Мираж Нюк не играет. Нюк не играет? Да. Да. Пускай. Ладно, мы тоже не играем. Вот. И получается, остается у нас 5 карт. Из 5 карт оппонент может, грубо говоря, выбрать любую, потому что они нам все карты на турнире проиграли. То есть, ну, якобы, мы проиграли Нави Оверпас, давайте опять его возьмем, да, или мы проиграли Нави Трейн, давайте его опять раз возьмем. Мы проиграли Мираж. Ну, как бы спрогнозировать, как бы можно, но чтобы на 100%, но никогда. И поэтому собираться, ну, примерно ты обсуждаешь с командой, делаешь какие-то там выводы, тебе надо потратить час времени на это. Допустим, 5 карт, надо потратить 5 часов, там, обсудить все, что возможно, чтобы потом сказать, что, ребята, вот мы обсуждали, вот, ну зачем это все это делать, не зачем. Мы сюда при... Hi. 950. Yeah. Oh, you're doing a thing? Не, you can talk. 950, окей. 950.
Сколько у нас осталось? Вот через 20 минут нужно всех подгонять, чтобы все, Были готовы. да, были готовы. Вот. Поэтому обсудили, собрались за часок, обсудили примерно наш план игры, чем мы будем пикать, где мы будем уверены. Как бы у нас тоже были проблемы с пиком на самом деле. Мы на турнир, как бы мы знаем, что флипсайды у нас один раз выиграли трейн, да, это, по-моему, было на Старладере, да, потом проиграли нам 2 карты подряд. Здесь мы уже у них выиграли трейн. Понимаешь, что такая ситуация сходится, что... Но вы решили пикнуть то, что уже выиграли и пикнули. То же, что вы пикали в прошлом BO3. Вы тоже трейн брали? Да, но мы сказали, что мы считаем, что у нас оверпас и трейн, ну, 2 самые сильные наши карты, да, как бы там кто ни говорил и так далее, мы так считаем. То есть, если команда противника вычеркивает трейн, мы берем оверпас. Если вычеркивает оверпас, мы берем трейн. В любом случае мы в плюсе, да, то есть 2 карты боевые у нас. И какую бы мы с этих карт не взяли, мы чувствуем себя там уверенно, потому что нам, в принципе, было как бы все равно. Тут, с другой стороны, знаешь, что с ней проблема? Когда ты на турнире играешь 3 карты, например, мы же на этом турнире сейчас будем играть 3-й раз трейн. И если, допустим, у противника есть хороший там человек, там аналист или капитан, который возьмет, сейчас начнем все изучать все наши раунды, он может, грубо говоря, под нас построиться. Поэтому по ходу турнира надо всегда что-нибудь выдумывать, какие-то новые стратегии, чтобы противника удивлять. Пиздец просто, блядь. Я прихожу, нахуй, новые стратегии и всех удивляю. Стабильно. Это был Данила Зевстисленко в своем фильме. Ну давай подведем итог в итоге. Какой прогноз на Best of 3? 2-0 или 2-1? Я думаю, что много решится сейчас на первой карте на трейне. Если мы даже проиграем сейчас трейн, может быть 2-0, они спокойно смогут выиграть потом и Мираж. Потому что у нас такая команда, которая может впасть в тил, начать опять расстраиваться, вот мы проиграли трейн. А может быть наоборот, никогда не угадаешь. Например, мы играли с Luminosity, да, допустим, на том же мейджоре. Там на допах мы проиграли этот Мираж, там уже так тащили, а потом взяли и все, и сдулись на оверпасе. Кто бы мог подумать, да, что Мираж, это все равно пик был Luminosity, там все, ну, все у вас, пацаны, там нормально, вы сейчас оверпас затащите, там все будет хорошо. Бах, и обосрались. Здравствуйте. Кто ожидал? Никто не ожидал, что будет 16-2. Никто. Даже мы сами не ожидали. Там мы уже сидим, уже летим там 10-0. Тайм-аут уже был, ничего не помогает. Что делать? Вот так вот и сливаются пацаны катки. Понял, спасибо большое тебе, Сергей. Удачи.